Вам когда-нибудь давали целую коллекцию под распаковку? Мне да. Друзья, приветствую вас на канале The Divers Cast, и сегодня мы с вами посмотрим распаковку на самые, пожалуй, бюджетные версии Hot Wheels, которые можно приобрести. Здесь не будет прям моментов вау, но мы найдем свои жемчужины среди этих наборов. Спасибо Александру. Он предоставил 5 диорам, 5 двупаков, ну и там 1 Team Transport на уже наше, так сказать, обозревание, что же это такое в распакованном виде, а не хранить это в запаке. Мы уже знаем, какие там модельки имеют сильные стороны, слабые стороны. Ну, обо всем этом уже будет в ролике. Так что погнали. Сейчас коротко покажу, что же будем с вами, собственно, обозревать. Без каких-то лишних будем эмоций, так как модельки все, каждому, как говорится, свое. Каждый интерес. Но такими моделями пополнить коллекцию тоже очень классно. Особенно, когда не нужно тратить целое состояние. И что же у нас есть? Ниссаны. Ну, Датсуны, Ниссаны. Ниссаны. Как будто мы смотрим из-за решетки на них. Такой, в всяком случае, принт выглядит. Ниссаны. Здесь они, наверное, самые слабые были в наборе. Классный набор был с Поршами. Очень классно. У меня он, по-моему, есть на канале, где я распаковывал. И Audi лежат сейчас еще в запаке. Ниссаны, видимо, самый простой из всех этих. Но при этом очень красочный. То есть такой розовый, голубой, бирюзовый. Давайте же посмотрим сами модельки. Достаем его из коробки и смотрим, как что-то уже отваливается или нет. Хорошенький. Чуть-чуть сползли вроде бы. Оптика. Принт интересный. Он весь заниженный. Вот баллон у него, да, имитация, что он на пневме. Как он вообще? А он едет. То есть он катится по столу. Хотя там, чтобы просто понимали, вот я буду так вести. Их почти не видно, колеса-то. Не почти в пол. Но, знаете, вот именно вот это прям на стиле. Вот его пока в руки не возьмешь, смотришь на него, да ну, что там. А он прям такой на стиле. Фиолетовый у него салон. Тут окно закрыто, тут окно у него открыто. Тоже интересно сделан. Сам по себе он прикольный. Вот то, что он такой заниженный, прям максимально, вот это прям вау. Этой модельки прям вау. Опять-таки, видите, какое двоякое, да, впечатление? Пока не в запаке их не покрутил, но они выглядят так, по-своему. Но когда открываешь и понимаешь, ага. Так, тут уже не совсем низкий. И видно, что колеса все-таки могут разъехаться. Здесь есть моменты, которые придерживают, чтобы колесики не разошлись. То есть до определенного угла они могут спасти колеса, там, если надавят. Здесь же прикольно, что в багажнике. То есть такое наполнение багажника, расцветка, она веселая, радостная. Вот пример, когда модельки в распаке лучше, чем они запакованные. То есть вот такие в распаке прям классные модельки. В запаке же держать они гораздо скучнее выглядели. Вот этот момент подержать и повертеть в руках я просто поделюсь, что эта моделька гораздо лучше в распаке и в руках ее подержать, посмотреть. Вот это все колесики, как это все крутится, работает. Эта моделька тоже очень яркая, сочная. Такой пикапчик еще очень, ну, классная просто сама по себе моделька. Здесь она, наверное, для диорамы тоже, для какой-нибудь пляжной диорамы, просто must have. Да, обязательно иметь. Вот такой вот двупак весьма хороших моделей. А как оказалось? Subaru и Lexus, весьма, да, знакомый, многим знакомый набор. Я думаю, он есть у большинства. Премиум модельки, которые у нас находятся в таком прикольном двупаке. В данном случае этот двупак был доступен всем, кто хотел. И что же в нем внутри? Subaru Tandem и Lexus. А Lexus такой интересный. И чем он интересный, сейчас мы откроем и посмотрим. Такой защитный блистер.
Поэтому многие, когда приходят, вот эта коробка разбитая, у многих, повторяюсь, она приходит разбитой, в том числе и тут замятина, у меня было несколько раз трещина, то их модельки сами по себе спасает вот этот блистер. Такой транспортировочный блистер, вот он хорош. Здесь у нас две модельки. Первая, наверное, начну с Lexus. Классный, матовый, он тоже очень тактильно приятный, напоминает он Citroën. Вот я ранее в этом же ролике, наверное, будет позже или ранее. Пластиковый спойлер, но он загрунтован, вот именно под эту краску сделан, то есть он тоже такой шероховатый, все гармонично, все классно. Моделька вообще, на мой взгляд, весьма достойная, так что кто взял набор, никак не прогадал. То, что он дешевый, не означает, что он плохой. Ну и Субарик. В данном случае я хоть вижу, что это Субарик, а не путаю его с Тойотой. Субарик в синем цвете. Тоже такой нейтральный цвет. Достаточно не какой-то спортивный разукрас и прочее. Но опять-таки он же тоже пандем. То есть это получается как из диорамы. Тот же самый каст. Те же самые, все. Хотя он, наверное, дальше во всех вариантах тоже пандем. Вот его даже сравнивая с диорамой, где мне очень понравился он. Классный, диски классные. Здесь тоже ничем не уступает, все очень спокойное. Вот тут наклейка пандем. Здесь, если бы была наклейка, уже чуть-чуть, да, отличалась моделька. Но они ставили, да, G-Ready. Все цвета здесь. Вот. Очень классно, такая отсылочка все равно идет. Так что модельки из двупака данного классные. Двупак вполне рекомендую к приобретению. Набор, где есть Lamborghini и есть Lancia Stratos Zero. Для тех, кто собирает целый каст моделей, вот это прям must-have. Откроем, значит, у нас Lamborghini Countach. Здесь в наборе я лично хотел бы, наверное, вот этот набор попасть. Я не взял ни один из этих, но вот из этого набора у меня, допустим, уже есть моделька попалась. Подарили, возможно, Хонду вот эту. Такая версия с красным салоном тоже классная. Кто не взял, там мейн не собирает, или ему СТХ не нужна, вот классная тоже. А тут сам по себе ламба классная, на мой взгляд. Lancia Stratos Zero, ну, очень спорная модель. Опять-таки, кто собирает весь каст, это Чейз из бульвара, и она, скорее всего, будет, ну, обязательно. Сейчас мы посмотрим, может быть, я не держал ее в распаке, может быть, она и не такая плохая, достаточно интересно сделана. Ну, слабовато. Вот если бы что-то открывалось, может быть, был бы какой-то плюс. Какой-то космический корабль, напоминающий, не знаю, ластик. Ну, такое вот отношение. Не знаю, я не сфанател с этой модельки. Она не вызвала у меня каких-то эмоций типа вау. Поэтому мне даже нечего сказать. Я не скажу, что она плохая и найдется всегда любитель на нее. То ли дело контраст. Да, это как красивая подруга и подруга не такая красивая, как красивая подруга. Ламба. Очень здоровско сделано. Прям вот солидненько. Такой передает. Ага. Чё это? Заточка такая. Ага. Вот откуда они берутся? Модельки новые. Есть уже косячки. Вот их так портят. Вот уже и вижу на крыше есть царапины. Вот это все. Откуда он берется? Вообще не понимаю. Прям... Ой, что-то у меня сегодня много моделей, которые из коробки, так сказать, и уже имеют косяки, поэтому, когда мы что-то покупаем на вторичке и пытаемся найти без косяков, я вас умоляю, найти такое будет почти нереально, если они из коробки уже идут с какими-то мелкими, но не прям бесящими косячками. Ну, в любом случае, ламба классная, стилистика-то похожая, только вот из разряда как надо и как, ну, не то. Но если бы у нее открывалось хотя бы стекло, уже бы прям вот игра бы была изменена у них. Я понимаю, что им нет смысла делать эти открывашки для таких моделек.
Посмотреть бы, есть ли она, ну, будет ли она вообще у них в версии мейна. Она, ну, прям, наверное, веса-то никакого не будет. Она сейчас-то полнометаллическая, цельнометаллическая, ничего не весит. Ну, колесики крутятся. Ну, в наборе с ламбой, конечно, она такое себе. Ламба очень хорошо сделана. В целом, сам по себе литье. Кстати, кто брал такую ламбу до этого набора и кто покупал эту ламбу с этим набором, на что руководствовались? Вот если бы я покупал с этим набором ламбу, я бы, наверное, поискал, где ламба отдельно, без вот этой модельки, потому что эта моделька, ну, реально не знаю, кому она зашла. Если она кому-то зашла, напишите, пожалуйста, тоже интересно мнение. Может быть, что-то упускаю, может быть, какое-то предвзятое отношение. Такие muscle-кары, AMC и AMC. AMC, да, такие модельки muscle-каров. Здесь в наборе мини, вообще мне они никак не зашли. Этот набор я тоже приобрел ради Nissan C80. Собственно, 180 SX мне тоже достаточно симпатичен. Просто в этом черном цвете. Я считаю его в синем цвете. Все, достаточно больше не покупать. Ну и, конечно же, AMC. Посмотрим, что же это такие машины. В упаковочке они вставлены. Как мне кажется, вот эта упаковка, которая не раскрывается, она модельки подзатирает. Ну, начнем искать, наверное, первые косяки и первые впечатления. Вот классный Драгстер. Когда он вне упаковки, я бы, наверное, ставил на него. Но потом берешь ее в руки, тоже достойная моделька. Достаточно интересная. Знаете, вот прям модельки, которые так бы не стал рассматривать в упаковке, а вот уже распаковал, и очень хорошие модельки. Причем все под свою стилистику, да, под стилистику гонок, под стилистику классической такой, дорожной. Есть небольшие косячки по литью, там точка на крыше, да, вот ее сейчас видно. В целом еще какая-то точка на капоте. Оптика прорисована, перед, зад есть, ничего не съехало. Логотип AMC тоже классно выглядит. Здесь же тоже все достаточно здорово сделано. Особенно мне нравится надпись, да, ребят, такой мятеж. Мятежная машина. Наверное, очень классно их собирать. Вид они имеют тоже специфический достаточно. Как будто бы зад, да, ушел. То есть, если у Гассера он, наоборот, был ближе к центру смещен, то тут вот так вот назад все ушло. Модельки классные, для диорам подойдут, для каких-то гоночных диорам. Вмещаются на полку. Ну и в целом цвет приятный. Тоже неплохо, неплохо и неплохо. Team Transport, где перевозчик реальный автомобиль. Да? Собственно, Chevrolet и Chevrolet. Подходим к Team Transport. Здесь достаточно тоже были интересные модели. Вот такой вот я ищу. Эти тоже имею в коллекции. Но в распак пойдет этот. Какой хороший картон. Оторвался исключительно хорошо. Даже модельки не достанут. Вот что прикольно в Team Transport в этом. Сейчас такую заметочку. Это не во всех есть. Вот этот второй блистер. Чтобы машинки не катались по карте. У Hot Wheels могут модельки кататься по карте и, соответственно, стираться сбоку. То есть, когда мы смотрим с этой стороны, не означает, что с этой стороны они в идеале. Вот здесь они решили эту проблему таким блистером. У Team Transport он, в принципе, у всех присутствует. Но это интересный момент для простого премиума. Здесь есть вот эта моделька. Она крайне интересная. Да, у нее есть какие-то маленькие косячки, но в целом очень классная, мощная, тяжеленная, хорошо катается. Вот такой вот Chevrolet. Причем не раздутый, что удивительно. Обычно Hot Wheels все-таки такие раздутые модельки делают. Здесь он кажется как будто бы такой даже меньше по масштабу, чем мог бы быть. К нему идет, собственно, Team Transport. Командный, да, такой транспорт.
Это гассер нового и прицеп. Но прицеп, он не универсальный, я так понимаю, что под размер модельки. То есть, если мы его будем надевать на какую-то другую модель, ну, такое себе, едва-едва. Да и тут он крепится крайне легко. Может быть, стоило там какой-нибудь потуже сделать. То есть, не покатать, не поиграть, не знаю. Для игр его уже рассматривать бы я не стал. Прицеп простой. Здесь пластиковое дно на клепочках. Держит металлическое дно. Резина. Считай, на колесиках все. Все стилистики. Перейдем к гассеру. Гассер, вот тут уже прикольно. Ради чего, наверное, берут. Это ново. Здесь не нарисовано. Но вот приятно, что когда такой двигатель можно потрогать. Выглядит гассер именно как гассер. Это такой драгмобиль старенький. Наверное, он мог делать и Вилли. На два колеса и поскакать. Но это уже такое мое. Сзади напоминает он мне Волгу. Наверное, поэтому эти модели нам всем... Хотя и спереди он тоже Волгу напоминает. Разве что колесная база, да, смещена ближе к центру. Классный Team Transport. Просто классный Team Transport. Стоит вот так моделька. Опять-таки, если модельку поставить побольше, то она может его сзади перевесить. То есть здесь рассчитано, что ты поставишь все-таки как-то вот так, что ли, модельку. Чтобы она не соскакивала. Хотя бы при простом вот таком моменте, что везешь. Ну, не знаю. Это, опять-таки, место на диораме, на полке. Этот слишком длинный для полки. Тоже никуда не поставить. Есть такая проблема с хранениями. Куда же этих хаулеров ставить? Ну, у кого-то, видимо, она решена отдельно большой полкой. Может быть, гаражами, может быть, диорамой. Я пока не решил. У меня они стоят такой на парковочке вдоль. Вот так все стоят. Это тоже прикольно. В общем, давайте так, подводя итог по Team Transport, неплохой. Эффекта вау нету. Сама по себе моделька отдельно классная. С Team Transport. Но вот как будто бы что-то другое хочется. Как будто бы простой хаулер и какая-то из этих моделей, там большая грузовик, выглядела бы в чем-то получше, поинтереснее. Или же, как я вот ранее доставал такой из диорамы и говорил, вот он под нову будет выглядеть хорошо. Да, я понимаю, цвета не подходят, но вот она на нем выглядит более увесисто, более реалистично как-то, не знаю, чем на этом Шевролете. Да, и по размеру тоже могли бы его все-таки сделать в размер, потому что он выглядит, ну, какой-то Барби сайз, не знаю, крохой. Хоть, в принципе, Team Transport подразумевает себе грузовик там и модельку. Ну ладно. Собственно, вот такой Team Transport, который просто хотелось показать. Ну и два драгстера. Это достаточно классные модели Dodge и Plymouth. Они, в принципе, наверное, тоже есть у многих. Такой двупак у меня уже есть. Но он ко мне приехал тоже без коробки, потому что ехал из Японии. И его вскрыли так как он занимает много места. Так как он занимал много места, его вскрыли. Ну что ж, посмотрим. Сами модели мне понравились. Прежде всего, это первые у меня были модельки, которые такие под драгстрип. Такие два драгстера. Опять-таки, почему тут у драгстера колеса с текстурой. Очень классные. Выглядят эти золотые диски. Dodge сам по себе достаточно хороший. Их много кастов встречается. Я видел, где собирают прям целую линейку именно этого Dodge. Здесь уже Plymouth чуть-чуть выглядит как будто бы попроще. Но мне нравится, что у него Мопар, вот эти все Муна и все это вот эти. То есть передает такое гоночное его впечатление. Вот модельки такие прям... Интересно, красиво. В принципе, достаточно все очень простенько. И брать это уже, наверное, стоит тем, кто любит все-таки такие драг-гонки. У меня была какая-то идея сделать диораму под драг, и там поставить модельки, как-то подснимать. Я брал ради этого, мне было интересно. Ну и, конечно же, второй фактор сыграл эта цена. Они были крайне дешевые, они и сейчас дешевые. Вполне можно даже урвать по 500 рублей за модель. Это даже будет
вполне адекватный на них ценник. А сейчас мы уже перейдем к моделькам, так сказать, пообъемнее, побольше. Это уже диорамы будут. Ну что ж, погнали. Пожалуй, самый доступный набор без интернетов и прочего, детского мира вариант. Такой вот Track Day. Тоже очень классный. По нему даже видно, что он прошел через многое. Его мы тоже сейчас посмотрим поближе. Диорама Track Day. Ну, наверное, чем она примечательна нам всем, что ее можно было найти в простом магазине игрушек, даже не онлайн, не заказывать. Модельки в ней весьма классные. Это Audi, такая Sport Quattro, Lamborghini, ну и Mercedes. Сейчас посмотрим их поближе. Конечно, здесь отдельно стоит еще отметить и сам Еврохаулер. Он очень классно исполнен. И цвета. И вот мне интересно, вот он такой блестит, а тактильная ли наклейка у него? Диорамы всегда просто открываются с таким хрустом. Что из себя представляет диорама? Это какая-нибудь локация, ну и на ней стоят модельки. Здесь вот получается не на самом треке, а вот рядом. Если вот так вот разложить. Сама по себе прям вот хранить ее так, ну, наверное, имеет какой-то смысл в запакованном виде, но нас сейчас интересует ее подержать в руках и распаковать. Модельки сейчас очень интересно, да, все проклеено скотчем, и сами модельки, они на резинках. То есть резинки, если у соток были, держали сверху, то теперь держат модельки вот внизу за осью. То есть, в принципе, если отрывать модельку и резинка будет прочнее, чем ось, погнет. Мы этого делать не будем, так отрывать. Мы сделаем все очень просто. Мы разрежем такие хорошие прям резиночки, полотненькие, не сразу даже отлетают. Ну или ножик у меня уже такой себя отжил. Ну вот они освободились. Начну, наверное, с самого такого, что было интересно посмотреть, это Еврохаулер. Конечно же, зачищаем оси от этих резинок. Нам не нужны эти намотки. Такой вот Еврохаулер. Сзади он открывашечка. Туда помещается одна моделька. Кузов пластмасска. Ну что же, он прям более чем он крутой. Для этого набора он даже, я бы сказал, очень крутой. Вот он вопрос меня интересовал. Да, они тактильные, все очень классные. Так, что по крыше? Я так смотрю, крыша. Я ожидал, что она будет сниматься. Но, в принципе, при усилии ее, наверное, можно и скинуть. Потому что она держится на таких вот защелках. Ну, ломать не буду. Классные колеса. Сам он такой весомый, тяжелый, катается хорошо, выглядит тоже классно. Пойдем дальше. Audi. Освободим ее. Очень классно тоже исполнено. Вроде не кривая. Какой-то шероховатостью на стекле. Вообще расцветки такой. Quattro, все дела, надписи, наклеечки. Все это очень здорово сделано. С колесиками. Моделька очень классная. Выхлопные трубы. Да, то, что вот она вот исполнена, у нее ничего не поехало нигде. Все очень аккуратненько. Ну, на первый взгляд. При каком-то прям сильном, наверное, рассмотрении найдем косячки. В общем, сама по себе моделька классная. Вон, вот прям в руках космический корабль. Ламба прям отдельно чувствуется. У нее, кстати, вон резиночек спереди и сзади чуть-чуть меньше. Не, ну ламба тут прям очень крутая. Чисто космический корабль. Сзади оптику они все-таки нанесли. Причем нанесли в таких труднодоступных местах. То есть, чтобы вот штамповать туда, это надо еще суметь. Спойлер металлический. Идет он как часть дна. Есть зеркала. Да, собственно, и на Audi есть зеркала. Сейчас обратил внимание, что модельки такие, достаточно уже классно прорисованные. О, даже есть такой момент, где зацепиться за вот эту краску, металл. Приятно, новенькое. Все шильдики, Lamborghini, номера, все присутствует. Все такое под зеркалом, да, вот тоненькое ее.
нанесли. В общем, машинка классная. Наклейка, сама по себе, она, так понимаю, черная. Все это синее, это наклейки на нее. Классная модель. Мерседес недооткрыл. Он еще и открывашка. У него, видимо, сзади снимается. Кто открывать будет аккуратнее с спойлером. Он прям хлипенько, по ощущениям. Вот интересно, со временем такие резинки бы тоже, как на сотках, съелись бы, оставили бы свой след. Это мы уже узнаем лето так через 20, наверное. Ну, хотя бы 10. Так. Да, он открывается. Здесь, знаете, вот момент, когда хотелось бы видеть это тоже металлическим, но нет, это все больше походит на пластик из салона. Раз он открывается и хотелось бы видеть хотя бы серебристым покрашенный, я не знаю. В общем, моделька-то неплохая, достаточно интересная для тех, кто еще собирает Мерседесы. Но вот как будто чуть-чуть намудрили. Крайне хлипкий спойлер. Я думаю, что это моделька, да, не для игры. Но вот эта штука зафиксирована хорошо. То есть она прям держится. И катается хорошо. В двух словах касаемо этой диорамы. Если она попалась по хорошей цене, ее стоит брать. Здесь как минимум на 4 из 5. Она прям, хорошая. Здесь есть на любителя, наверное, на каждого. Мне вот лично понравился сам хаулер. Он очень свежий по сравнению с тем, что у меня уже есть. У меня все открытые перевозчики. А это вот такой закрытый, очень интересный. Он сам по себе выглядит классно. Ну и, конечно же, фанатам Audi, Lamborghini, Mercedes, всем, по идее, подойдет. Очень хорошая диорамка. Это, пожалуй, одна из самых популярных диорам, потому что сколько их людей имеют, сколько их купили, и ее доступность не делает ее плохой, а делает ее достаточно классной, что каждый может пополнить свою коллекцию достаточно интересными Ниссанами. И вот подошел момент с Ниссанами. Самые простые, самые доступные. Я этот набор брал, наверное, даже дороже, чем он сейчас стоит. Мне его привезли как раз один из наборов из Японии. До меня он доехал тогда в распаке. Поэтому я его еще сам не скрывал. Он уже был распакованный. И вот сейчас довелось мне его распаковать. О модельках мы быстренько поговорим. Здесь классные все модельки. 2000 GTX, C210, GTR от Liberty Walk. Тоже без всяких опознаваний, что это Liberty Walk. Даже маленького значка нету. Вижу уже, что съехала тут красочка на нем, на баке. Вижу, как ни странно, коцки. Откуда бы вот они взялись на модели только что распакованы. То есть уже где-то, значит, до этого они гуляли. Фон классный, я там наблюдаю. Сильвия есть на фоне. Как будто бы еще какой-то такой Нисмо музей. Погнали дальше распаковывать. Хаулер, как и из диорамы ранее. Колеса тоже все пластик. Соответственно, он только раскраски разве что под Nissan. Вот, собственно, я раньше-то и думал. Это была, наверное, первая моя диорама. Я и думал, что они все под определенные идут Ниссаны, там какие-нибудь, не знаю, BMW. Вот такие вот распаки. Так, что, давайте начнем, наверное, с самых таких простых. Смотрю, какие-то они все уже косячные, грязный принт на нем. Вот смотрите. Боковина вся нанесена какой-то черной краской. Неужели все они такие? У всех. Кто уже взял такие диорамы? В комментариях поделитесь, как оно у вас. Косячные, не косячные. Может быть, здесь просто не такая неудачная диорама. Все может быть. Просто посмотрите, модельки все стояли. У нее тоже черное отколото белое крыло. Это просто, на мой взгляд, какая-то глупость. Может быть, они из-за этого, собственно, все крайне дешевые. Что все с таким
браком. Причем, знаете, это даже какая-то бредовая тема. Тут тоже отколотая. Все модели запакованные, а уже отколотые. То есть их кололи еще до. Я понимаю, когда они распаковались и побились друг об друга. И то очень странно. Hot Wheels так легко откололись все. А как же поиграть? А как же выдержать всякие испытания моделькам? Смотрите, отколот, плохой принт. Оно все шершавое, как будто бы вот сейчас вот отвалится. Даже здесь видно трещину на краске. Крылья не черные, а просто такие слегка задутые. Печально. Печально, не похвалить. Здесь та же самая проблема. Заднее крыло, переднее, он тоже сзади, вот с этой стороны крыло. Везде отколото. Такое чувство, что оно прям рассыпается, пока его держишь в руках. Ну а здесь? Здесь я еще вначале говорил, он не докрашен. Ага, здесь уже проблем-то куда больше. Ну вот на ней вроде как ничего не отвалилось. Сильно. Вот кошмар. Сейчас обязательно буду потом смотреть модели, которые у меня стоят. Такая же беда на всех. Вот они, тоненькие резиночки, вообще снять их еще. Очень-очень грустно. То есть из всех диорам бывают, да, у диорам какие-то косячки. Да, там может быть что-то наклеено не очень. Хотя, опять-таки, не должно бы быть. Модельки-то все равно премиальные. Вот эта резинка не порвалась. Я так тянул. Ну, здесь немножко пойдем. Хаулер также открывается, вынимается, вставляется. Как у всех. Сам он на резине. Тонированный, но не в ноль. Виден салон. По Nissan вот такой вот Liberty Walk с косяками лакокрасочного. Опять-таки, это может быть чисто именно у этого набора. Не у каждого же набора так будет. Хотя я уже слышал, что наборы крайне косячные. Она в руках как будто рассыпается постоянно. Чем больше смотришь на нее, тем больше видишь косячков, что что-то отваливается. Сами модельки классные. Модельки нравятся, модельки все приятные. Они идут очень классно в дополнение ко второму набору, которого сейчас нету. Но второй набор Ниссанов посвежее. Там 32, 33 и 34. Вот все вместе они составляют какую-то общую картину. Но этот набор прям рассыпается в руках. Чем больше смотрю, он уже сзади на бампере, хотя вроде крутил. Чем больше смотрю, тем больше рассыпается. Не знаю, у меня прям двоякая, очень, даже не двоякая. Модели классные, все вроде классное, но то, что все рассыпается в них, так вот сделано все плохо. Я считаю, наверное, это очень плохой набор. Поэтому, когда покупаете, опять-таки, покупайте. Я его вертел в руках, его не сразу было все заметно. Нужно очень всматриваться, искать, возможно, где-то на вторичке модели в идеале кто-то продает. Но это не защитит вас от того, что она к вам не придет и у нее что-нибудь не отскочит, как вот у этих моделей. Дрифт диорама. Таким имитацией под трек дрифт. Рассмотрим, все еще свежак. Все еще классный такой дрифт. Причем сама диорама уже исполнена, как будто две модели в занос зашли, да, вот они с дымом из-под колес. Так что такая диорама вполне может смотреться как закрытая, но мы ее будем открывать. Нам интересно посмотреть все модельки поближе. Subaru, Toyota. Кто же это у нас? Subaru или Toyota? Это Subaru. Я всегда их путал. Но это, я думаю, у многих. Nissan и еще один Nissan. Да, ведь Nissan. А то вдруг это еще какой-нибудь Datsun. Нет, это Datsun. Вот так вот. Здесь по-классически уже, на мой взгляд, скотч налеплен на резинке. Резинки удаляем с колес. Ну, начнем, наверное, вскрывать их. Но они плотные, прям плотные. Итак, начнем, наверное, с Subaru. Сразу же с нее снимем резинки. Господи, такие плотные. У кого-то есть резиночки прям тоненькие, у кого-то прям плотные. Они еще и перекручены. Классный цвет, классные колеса. Напоминают мне Audi с трек-Day. Те же колеса. Оптика нанесена, да, знаете, не криво, не косо.
нормально для модельки. Модель расширения Pandem. Мне уже она сразу нравится. Ну, наверное, поэтому она мне и понравилась. Хорошая моделька. Главное, цвет такой яркий, гоночный, приятный при этом. Так, все стилизовано под одно. Я не скажу, что они прям такие все очень разные. Достанем. Кстати, вот Datsun классно сделано колеса у него. Но опять-таки, с таким протектором разве это дрифт? Мне кажется, дрифт на гладкой резине происходит. Здесь они, видимо, как-то пошли по-другому. Да? Здесь вот гладкая резина, здесь колеса, может быть, стандартные колеса. Кстати, колеса очень классные тоже выглядят. Запаску изъяли. Так видно место под запасочку. Оптика прокрашена. Да, кстати, заметил, да, у Nissan это была такая целая фара шла, а тут просто оптика. Есть зеркала, тоже Pandem. В принципе, мне вот уже нравится набор, что тут есть две модельки с расширениями. В данном случае от Pandem. Ну, для тех, кто любит расширение, опять-таки, вполне. Ну, давайте откроем вот такой Nissan. У него такие очень тоже интересные диски. На датсунах, на вот этих всех ставят их классической такой колонной, да, клепкой. В данном случае могли бы они сделать какой-то тонер стекла, и она бы так не бросалась в глаза, колонна. Сам по себе он классно сделан. Вот эта губа нижняя, то есть моделька такая прям чисто дрифтовая. Версии базовой он мне что-то как-то не очень понравился. Здесь все-таки вес в его случае ему на пользу, решающий, премиальные колесики. Тоже такой отдельный момент самих дисков, тоже очень красочные диски, подходящие ему. Модель сделана хорошо, прозрачный капот. Вот здесь как будто бы чуть-чуть красочки бы на самом двигателе поверх стекло было бы. Опять-таки, вот смотрите, сколько есть вещей для кастомизации, где можно еще разгуляться, доделать, допилить. Ну, хорошая модель, тоже очень хорошая. Они все, вот когда в диораме его держишь, не так выглядят интересно, когда их распаковываешь. В этом, кстати, плюс диорамы. Кстати, вот он, я говорил ранее, что съезжают панельки у некоторых. Вот она, съезжающая панель у него. Знаете, вот даже с резинкой, что-то она вторая, даже прикольнее выглядит. Что он его оттягиваешь, он обратно заезжает. Здесь набор колес. Они все пластик. Было бы, кстати, интересно, если бы они были резина. Наверное, бы это придало стоимости ему поболее. Но она у всех тут идет пластик. И вот они тоненькие, есть резиночки, прямо перерываются, а есть толстые. Панелька эта вся съемная. Поэтому, в принципе, их можно еще и потерять. Вот так ставим. Ставим пару моделей. Диорама классная. Вот она в запакованном виде, я бы сказал, в 2 раза хуже, чем в распакованном. Здесь прям все прикольно. И хаулер такой неплохой достаточно. Не то, чтобы он прям интересный, но он вписывается в цвета диорамы. То есть такая диорама G-Ready на всех моделях у нас присутствует. Вполне порекомендовал бы ее любителям дрифта японских автомобилей. Прям, ну, самое то. Диорама на гоночную тему, где присутствует и Supra, и Porsche, и Nissan. Вот такущая диорама. Мне она самому нравится, симпатично. Она выглядит хорошо. Трек изображенный на ней тоже меня нравится. Нравятся модели. Но обо всем по порядку. Что же у нее есть? Ну, что тут предоставлено у нас? Datsun в классном таком жемчужном цвете. Прям отблескивает металлик. Опять-таки, вот он Datsun. Да, Datsun. Тоже до этого тоже был Datsun, но я его решил Nissan назвать. Так, Porsche. Тоже хороший. Хаулер под старину. Весьма, в общем-то, акулу напоминает. Наверное, прикольно было бы на него наклейку с этой акулей пасти. Может быть, конечно, и колхоз. Ничего не двигается у него. И Supra. Supra тоже классная. Весь набор уже нравится. Нравится он уже в запакованном виде. Ну, как бы, вот как он сейчас есть. Но стоит их поглядеть и поближе.
все на резиночках. Я вот сейчас скрываю эти резинки, у меня мысль такая возникла. А что если все это дело делается как-то иначе, проще, и там достаточно было условно потянуть за скотч. Но об этом я уже, наверное, сейчас не буду задумываться. Потому что я так понял, прям большое время у меня занимает скрыть эти модельки. Супру. Ой, какая она приятная. Принт классный. Оптика нанесена классно. Такая злая Супра. С Hot Wheels логотипом туда-сюда. Ну вот Супра сейчас очень тут классная. Конечно же, тут видно, пытались написать Супра, но оно так вот не очень там виднеется. Все очень тоненькое. Но нанесено классно, да, у нее. И принт тут есть, и по бокам, и оптика. Вот она, премиум моделька. И все сочетается. И такая черная, серая. Супер, прям классно. Давайте посмотрим хаулер. Хаулер, давайте, наверное, проще его назвать, да, перевозчик. Здесь он как будто бы никому не причастен. То есть не скажу, какую модель он везет. Я почему-то изначально в диорамах, там вот Nissan будут. Там как будто бы все так понятно. Вот он везет Nissan. Тут что, непонятно. А, он весь такой литой. На клепочках все. Модельку вмещает. Тоже тонировочка полная. Ну, наверное, это какая-то экономия, чтобы салон не делать. Хотя я не удивлюсь, если там салон все-таки будет внутри. Ничего не открывается у него, не задумано. Выглядит он классно, мощняво. Но вот он, на мой взгляд, под какой-нибудь нову, вот Chevrolet нову перевозить. Что-нибудь такое. Почему-то у меня вот ощущение именно такое. Старее выглядит, чем эти модели. Datsun, Nissan, одно и то же. Здесь нигде не указан пандем, нигде не указано ничего, но определенно моделька с расширенным кузовом. Определенно, поэтому он мне и нравится. Но она не видно даже здесь. Арки задние, типа с клепками, передние крылья. Тоже есть зеркала. Вот что здесь бросается в глаза по сравнению с набором другим, где дрифт. Тут тоже колеса, как на Ниссане, стоят, пока он рядом. Просто черные. И вид другой. Прям максимально другой вид. Просто из-за того, что цвет у колес другой. Вот интересно, вам, когда вы выбираете модельку, колеса по какому принципу выбираете? Здесь тоже все достаточно гармонично. Вот его широкая база. Но черные колеса я сразу и не приметил. Далее Porsche 934 с половиной. Вот колеса у него, если бы не заклепки, были тоже очень интересные, на мой взгляд. Оптики задней не хватает, конечно, ему. Спереди классный. Но даже вот модель нигде не шлепалась, ничего еще не билось. А вот уже и видны маленькие такие косячки. Не прокрас на стойке. Тут тоже все не прокрашено. И здесь посередине тоже не прокрас. С оранжевой и с черной полосой. Как будто бы модель косячная. Классно выглядит, но почему-то ожидал, что не будет таких вот косяков сильных. Ну что ж, давайте в целом. В запаке классный, в распаке, когда посмотрел, для меня показался Porsche, он интересный, но у него косячки есть. Такая простая модель, без разукрашек и всяких опознаваний, там, каких-то принадлежностей Pandem или G-Ready или прочих, тоже имеет место быть. Ну и Supra в стилистике Hot Wheels, прям пусти меня на трек сразу, я бы назвал ее так. Supra стильно, очень классно здесь. Крайне интересная, на мой взгляд, диорама. Из-за очень таких интересных моделей они немножко выделяются из всего сегодняшнего обзора. Ну, посмотрим их поближе. Теперь диорама будет такая достаточно интересная, с водным транспортом. Да, лодочка будет такая спортивная. Все это от Мунай.
Здесь все модельки хороши также, на мой взгляд. Ну что ж, давайте ее вскроем и посмотрим. Здесь модельки некоторые накрыты блистером, что тоже интересно, потому что они открывашки или что. Часть из них резинками, да, а часть из них вот блистер так внизу загибается. Кстати, на мой взгляд, вот такой вариант с блистером и приклеенным куда интереснее, чем резинки в плане сохранности модели. Но резинки имеют вид такой вот нетронутой платформы. Двоякая. Видимо, как будто они пробовали с этим набором и так сделать. Опа, уже первая моделька поднялась. Мы все-таки их посмотрим все сразу. Интересный подход. Здесь, чтобы снять вот эту модель, нужно оторвать вот эту. Тугонько из-за скотча выходит. Ну вот она сама моделька. Да, прям, кстати, очень классно, когда не на резинке, а в таком вот исполнении. О, она такая матовая. Очень классный Citroën. Сзади у него. Он не открывашка, но открыт. Мотор. Или что-то он перевозит. Наверное, мотор. Он очень приятный тактильно. Он такой матовый, еще шершавенький. Прикольный. Но мы еще не раскрыли все до конца. Пока откроешь это. Не, ну эти прям модельки с блистером вот этим. Запечатаны так запечатаны. Сама диорама исполнена под осень. Видимо, отдых у озера, где моторные лодки. Что-то такое. Ну, давайте пойдем. Ой, она на резинке. А, она на резинке, потому что она, скорее всего, ставится на хаулер, на перевозчик. И тут есть у нее мотор. Да, она спадает сразу же. Подставочки. Кстати, было всегда интересно посмотреть, что за лодка такая. Ну что ж, посмотрим ее поближе. Она вся металлическая. Классно выглядит мотор. Похоже на такую ракету, даже больше, чем на лодку. Винт. Да, такая маленькая деталь, но вот она прям решает для нее, мне кажется, вот половину дела. Что это лодка, гидроплан. Подставка к ней. Она пластмассовая, но тоже очень классная, потому что она сделана с вырезом под лодку. Все встает вот так аккуратно, ну и хранится. Очень классная штуковина. Поначалу ты не думаешь, зачем тебе эта лодка? Ну, конечно же, ее на полку-то она может и не вместится, она огроменная. Второе, что очень тоже понравилось, это вот этот Citroën. Знаете, он такой одновременно и притягательный, и страшненький. Вот что-то в этом есть. Как вот, и, наверное, как маленькие собачки. Не знаю, почему мне такое впечатление он вызвал. Ну, какой-то, в общем, во всяком случае, это сервис, гоночный сервис, моделька. Возможно, у него сзади не его двигатель, а двигатель для лодки. Вот мне очень вопрос, что же там внутри у него. Потому что вроде как у него тут мотор здесь находится. Классная штуковинка. Пойдемте далее. Далее у нас тут Toyota. Такая Toyota, знаете, очень классная. Туэр-трак с подвесочкой, с каркасом безопасности. Она такая еще максимально низкая. Зеркала, ну, возможно, было бы здорово. Я вижу здесь, мне понравилось еще какое-никакое такое расширение кузова. Такой грузовичок, но заниженный и сделанный. Вот именно грузовичок, не его кабина напоминает грузовичок. Такой старый, во всяком случае, трак. Их перевозчик, так называемый хаулер. Но он сделан тоже такой под, наверное, такой древний уже автомобиль тоже. Небольшой грузовичок. Платформа у него не катается. У многих таких моделей платформа ходит, катается. Здесь примечательно, но, наверное, все-таки вот такими крыльями. Крылья у него прям космические выглядят. Под те старые машинки. И они, кстати, придавить, если, то задевают колеса.
То есть колеса чуть-чуть шире крыльев и задевают их. Спереди еще норма, а вот сзади уже да. Ну, это не для трека. Я так понимаю, это можно устанавливать как вот так. Потом она там съезжает. Или передом, задом. Кого он везет? Было бы интересно, если бы была какая-то закрепляющая часть для лодки на нем. Потому что у него есть, ну, наверное, вот так он перевозит. Дает. Эта диорама по-своему интересна. Я скажу, она более, наверное, такая нестандартная, когда там 4 каких-то легковушки и перевозчик. Здесь достаточно интересный. И пикап есть, и такая модель Citroёn, причем тактильно приятная машинка сервиса, и лодка, и такой достаточно сам по себе красивый хаулер. Такой грузовичок, тонировки полный, черный. Так что вот такая диорама, она имеет место быть, она сейчас доступна. Кого заинтересовала, стоит ее тоже рассмотреть к приобретению. Просто неплохая, эффекта вау нету, ну, наверное, потому что вау-эффект был, когда я ее в первый раз увидел и брал в руки модельки все, посмотреть, вот так покрутить. Вот тогда было вау, сейчас уже, конечно, со временем эффект спал, но для первого раза, вот если открывать себе, все классные. Но опять-таки учтите, этот высокий, этот длинный, и вот, наверное, на полку поместится только такая моделька. Ну или хранить в запакованном виде, либо в гаражах, как-то на ваше усмотрение. Пишите, кстати, в комментарии, как вам эта диорама, она достаточно спорная, полагаю, для всех. Каждому найдется что-то свое и одновременно что-то оттолкнет. В обзоре самых простых и, наверное, даже не то, чтобы это будут простые, это весьма бюджетные диорамы, которые не стали слишком огромной ценой, потому что мы, коллекционеры, их просто покупаем, их нам продают. Но сами по себе, из-за того, что они дешевые, напомню, они не стали из этого плохими, они не стали из этого менее популярными. Я уверен, что вот именно эти модели, что более доступны, их приобретено гораздо больше, чем каких-то там редких, или что мы называем какие-то ценные диорамы, двупаки и прочие, где какие-то модели более востребованы. Вот эти не меньше, уверен, проданы, и они будут продаваться и дальше, и переходить эти наборы будут также дальше. Потому что они по-своему примечательны, ну и по-своему очень просты. Но, опять-таки, простое не значит плохое. В данном случае для коллекционирования это крайне выгодные наборы. Вот такой вот распак моделек премиальных, которые были в самом доступе, у нас и произошел. Отдельное спасибо Александру за предоставленные модели. Мне нравится их было посмотреть, раскрыть, показать это вам, что нужно брать, решите уже сами, что не нужно, соответственно, тоже. Так что спасибо за просмотр, всем пока. У нас будут в дальнейшем подобные распаковки, какие-то обзорчики, но пока вот так все. Всем пока-пока!